Всем привет! Сегодня на канале Авернский хлеб. Честно скажу, что вкуснее этого хлеба я не ела. Где-то прочитала, что вкус у этого хлеба великий. Конечно, в магазине такого хлеба вы никогда не встретите. Сегодня покажу пошагово рецепт этого хлеба и даже решила сделать с озвучкой. Для начала нам нужно все подготовить для закваски опары, которая будет состоять из 30 грамм стартера пшеничного стопроцентной влажности. Я как раз держу в руках баночку с моим пшеничным стартером. Подкармливала я его пшеничной цельнозерновой мукой, поэтому он у меня такой темненький. Хранился он у меня в холодильнике при температуре 9 градусов по Цельсию. Меня периодически поправляют, что правильно говорить стартер, а не стартер. Я разбиралась с этим вопросом и выяснила, что правильно и так, и стартер, и стартер. Мне больше нравится говорить стартер. Ну вот, у меня получилось отложить ровно 30 грамм стартера. Теперь мне нужно добавить к нему 30 миллилитров воды. Добавляю понемножку, чтобы воду не перелить. Добавляю 60 грамм пшеничной муки. У меня пшеничная мука первого сорта. Но можно и высшего сорта, и второго сорта тоже можно. Общая масса у меня получилась 120 грамм. И теперь осталось только добавить 5 грамм пшеничной цельнозерновой муки. И далее нужно замесить тесто из этого количества стартера муки и воды. Вес этого теста должен быть 125 грамм. Это и будет густая закваска опара, и когда она созреет, мы будем на ней замешивать тесто уже для самого хлеба. Сначала я все перемешиваю ложечкой, и когда мука впитала в себя всю воду, дальше я уже продолжаю замешивать тесто руками. В итоге у нас должен получиться вот такой вот колобочек теста. Он достаточно мягкий. Это уже и есть густая закваска опара, только еще не созревшая. Выкладываю тесто в миску, накрываю миску пленкой и оставляю свою густую закваску опару для созревания часов на 10. Закваска опара созревала у меня ровно 10 часов. Она увеличилась в объеме раза в 3. Вот посмотрите, какая она стала вся пористая, вся такая воздушная. Приступаем к следующему этапу. Будем замешивать тесто для хлеба на этой густой закваске опаре. Замешивать тесто буду в миксере, он у меня планетарный, новый. Старый тестомес приказал долго жить, даже после ремонта. 3800 рублей за ремонт оказались выброшены. Но зато я теперь четко поняла, что такие вещи ремонтировать не нужно. Поломались, надо выбрасывать и сразу покупать новый. Я выложила в чашу миксера всю закваску опару, добавляю 400 мл воды, добавляю 450 грамм пшеничной муки, просеянной, у меня мука первого сорта. Добавляю 50 грамм ржаной муки, мука у меня ржаная цельнозерновая. Начинаю замес теста без соли. Соль я пока не кладу, потому что буду оставлять тесто для аутолиза минут на 30-40. Кто не знает, говоря простыми словами, аутолиз или автолиз, как его еще называют, это короткий отдых после смешивания закваски опары, муки и воды. Метод используется для ускорения развития клейковины в тесте. После аутолиза тесто гораздо легче замешивается. Особенно это заметно тем, кто замешивает тесто вручную. Считается, что аутолиз влияет и на объем готового хлеба, и на его пористость, и даже на его вкус. Тесто накрываю и оставляю его для аутолиза минут на 30-40. Можно оставлять от 20 минут до часа. Прошло 40 минут, буду замешивать тесто дальше уже с солью.
Добавляю в тесто 10 грамм соли. Продолжаю замес еще несколько минут, до тех пор, пока соль полностью не соединится с тестом. Вымешанное тесто выкладываю в миску. Миску я предварительно смазала растительным маслом в небольшом количестве. С помощью скребка выравниваю поверхность теста. Можно это, конечно, делать вручную. Тесто накрываю и оставляю на расстойке на 3 часа. Каждый час я буду делать обминку тесту методом складывания. Через час делаю первую обминку теста. За этот час особых изменений в тесте не произошло, разве только оно немного увеличилось в объеме. Перед обминкой смазываю руки растительным маслом, потому что тесто очень жидкое и очень липкое. Беру тесто за один край и как можно выше вытягиваю его вверх. Затем складываю тесто к противоположному краю. Те же самые действия я проделаю с тестом еще с 3 сторон. И заканчиваю обминку тем, что тесто переворачиваю на другую сторону, округляю тесто, выкладываю обратно в миску и оставляю его еще на 1 час до следующей обминки. Прошел еще 1 час. Это уже будет вторая обминка теста. Руки я смазываю растительным маслом перед каждой обминкой. Я уже чувствую изменения в тесте. Оно стало более объемным, более упругим, стало более эластичным, легче стало растягиваться. К рукам уже липнет гораздо меньше. И еще час прошел, тесто уже заметно увеличилось в объеме, и я даже визуально вижу, что оно стало несколько другое, более живое какое-то, что ли. Осталось сделать еще одну последнюю обминку. И следующим шагом я сглаживаю у теста поверхность. Руки я предварительно смазала растительным маслом. Затем тесто накрою и отправлю его на расстойку в холодильник. В холодильнике тесто будет растаиваться от 12 до 24 часов. Выбирайте время, какое вам удобно. Я пока еще не знаю, сколько я тесто буду растаивать. Посмотрю, как у меня будет со временем. Тесто простояло у меня в холодильнике 21 час. Оно существенно увеличилось в объеме. Тесто очень холодное. Кто-то сразу приступает к выпечке. Я решила дать тесту постоять часа 2 при комнатной температуре. Через 2 часа оно еще больше увеличилось в объеме. Я подготовила лист пергамента. Можно взять силиконизированный коврик. Пергамент присыпаю мукой достаточно щедро. Далее нужно выложить тесто на пергамент, присыпанный мукой. Сделать это нужно очень аккуратно, так, чтобы тесто не потеряло форму. Как видите, это не так просто, тесто очень крепко держится за миску. Попытаюсь вытащить тесто из миски при помощи скребка. И после некоторых усилий тесто наконец-то выпало из миски. Посмотрите, какая у теста очень пористая структура. Обильно посыпаю тесто мукой. Скребком, у меня очень хороший острый скребок, делю тесто пополам. Можно это делать с ножом, только очень острым.
Переворачиваю тесто на бок разрезом вверх. Также переворачиваю вторую часть теста. Вторая часть теста никак не хотела переворачиваться разрезом вверх. Непонятно, как складывалась. Я даже стала думать, что у меня ничего с этим хлебом не получится. Кисточкой смахиваю лишнюю муку с пергамента. В какой-то момент я понимаю, что в таком виде заготовки в мою плиту не поместятся. Пришлось мне их немножко сплющить в длину. Далее буду перетягивать пергамент с заготовками на пекарскую лопатку. Духовку я предварительно разогрела до 220-230 градусов по Цельсию. Отправляю хлеб на выпечку на 25-30 минут. Режим выпечки вверх-вниз без конвекции в середине духовки. На низ духовки я поставила емкость с кипящей водой для создания пара. И плюс ко всему у меня в духовке постоянно находится пекарский камень. Это, конечно, не обязательно, но с камнем мне выпечка нравится больше. И вот что в итоге получилось. Сразу скажу, что хлеб немножко передержала в духовке. Это потому, что процесс выпечки я не контролировала. Учитесь на моих ошибках. В следующий раз время выпечки я немножко уменьшу. Хлеб у меня полностью остыл. Остужаю я его всегда на решетке, вы это уже знаете. Я очень переживала, что при остывании корочка у хлеба останется твердой, поскольку я его передержала в духовке. Но, к моему счастью, когда хлеб остыл, он стал достаточно мягкий, он очень легко режется. Аромат у хлеба бесподобный. И посмотрите, какой он красавец. Какой у него шикарный мякиш. А какой он оказался на вкус. Пожалуй, я еще никогда не ела такого вкусного хлеба. Хочу добавить, что рецептов аверцкого хлеба несколько. Я выбрала самый распространенный. Со стороны может показаться, что все это сложно, долго, но если вдуматься, то моего чистого времени на процесс приготовления этого хлеба ушло совсем немного.